Привет, друзья! С вами снова Орел и Решка Перезагрузка, и мы прилетели на Мальту. И я тут почитал, пока мы летели, Мальта — это, оказывается, знаменитое пристанище рыцарей. А еще она просто крошечная, меньше Киева по площади. Ну и все рыцари — это вообще прекрасно, с учетом того, что в наше время их практически не осталось, и я надеюсь здесь хотя бы одного повстречать. Подбрасываем монеточку и расходимся. Орел. Решка. Так. Готов? Готов к прекрасному отдыху. И вот тебе мой первый рыцарский поступок. Это, Евсений, рыцарский поступок. Тебе вообще, знаешь, понятие рыцарь как до луны. А как им становится? Подожди, а карта? На колено. На колено. Посвящаю тебя, рыцари ордена Золотой Карты. Вот такие вот дела. Ну, спасибо. А теперь время для рыцарских танцев. Мальта – крохотная страна в Средиземном море. Она окружила себя толстыми крепостными стенами. И высокими берегами. Сегодня мы посмотрим, какие сокровища за ними прячутся. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Ну, в общем-то, $100 превращаются в 84 евро 45 центов. По-моему, неплохо. А главное, что без комиссии. Только есть один нюанс. Менять деньги нужно не в аэропорту, а рядом, в офисном центре. Добраться из аэропорта в столицу Мальты, город Валетта, можно на такси за 15 евро. А можно в 10 раз дешевле – на автобусе. Автобусы из аэропорта ходят во все уголки острова, так что остановок здесь несколько. Осталось найти подходящую. Excuse me, А где остановка? Тебе туда. Мне нужно в Валетту. Не знаете, где остановка? И какой номер автобуса? В Валетту? Вон туда, автобус X4. X4. Ну что, мы хорошие. Настюшка, опасность пришла к цели. Бас-стоп. X4. Валетта. Осталось дождаться автобуса. Так, а что у нас с бас-тикетами? Не работает. Но будем надеяться, что билет можно купить напрямую у водителя. Друзья, что важно? Автобусы ходят исключительно по расписанию. Через каждые полчаса. Скоро должен подойти. Ребят, Мальта страна маленькая, и машины, как видите, здесь небольшие. Парковать-то их негде. Но эта история не моя. Я заказал себе самую большую тачку на острове. Ты чего? Это? Ты серьезно? Пошли. Принцесса Мальтийская. Оказалось, что пафосных машин на Мальте практически нет. Самая большая и крутая – вот этот вот свадебный лимузин, похожий на жвачку Хуба-Буба. Господи, да внутри еще хуже. Тут просто все розовое, сверкает. Какое-то гнездо гламура. Нет, серьезно, если бы на улице не было дождя, я бы просто пошел пешком. Здесь хотя бы сухо.
знаете, бокальчики, свет, вот эта вот дискотека, акустическая система. Здесь, в принципе, даже ничего. Если я девочка, мне исполняется 18, и ко мне сейчас в гости придет 6 подруг. Господи, какой стыд! О! Can I pay cash? Класс. Я думала, что проезд возможен только с проездным билетом, но здесь можно просто заплатить наличными. А вот и первые изменения на Мальте. В прошлый раз Настя Короткая, чтобы сэкономить, покупала проездной на день. Вот, я поехала. А сейчас В общем, проездной на день отменили, и есть проездные только на неделю. Конечно, в данном случае такая штука гораздо выгоднее. одноразовый билет действует 2 часа. Обычно билет стоит 2 евро. Но сейчас не сезон, так что цена всего 1,5 евро. It's beautiful, beautiful, new and shiny. Вот что среднестатистический человек вообще за всю жизнь слышал про Мальту? Мальтийские баллонки, Мальтийский орден и люди моего статуса – Мальтийский офшор. Сейчас, друзья, я как владелец золотой карты очень просто объясню вам, что такое офшор. Вот представьте, вы работаете в большой стране, и денег у вас, почти так же, как у меня. Вы платите очень большие налоги. Но если вы зарегистрируете свою фирму в маленькой стране, соответственно, и налоги будут меньше. Мальта – налоговый рай. Иностранные компании платят здесь всего 5% от прибыли в казну страны. И, конечно же, ничего не платят у себя дома. Тут много лет прятали свои миллионы певица Шакира и фронтмен группы U2 Боно. Что ж здесь еще интересного? Разберемся. Я тем временем приехала в столицу Мальты, город Валетта. Ну что, Валетта, встречай свою даму. Валетта – это настоящее средневековье. Оно не испорчено мусором, как в Риме. Тут стены не разрисованы граффити, как в Париже. А под домами нет бездомных, как в Лондоне. Если поднять голову и не смотреть на вывески и машины, так сразу и не поймешь, в каком ты веке – 16-м или 21-м. За такой естественной средневековой красотой сюда и едут туристы из других старых городов Европы. Я бы тоже хотел рассказать про Валетту, но в этой розовой косметичке мне в эти улочки не протиснуться. Что происходит? Ребят, да, похоже, мы здесь не проедем. Может быть, самая большая машина на Мальте было не самое лучшее решение. Ну что, могу определенно сказать, что город просто дышит и кишит жизнью, потому что здесь огромное количество туристов, местные прогуливаются не спеша, пьют кофе, ведут какие-то оживленные диалоги. Ну и сам по себе город, конечно, безумно прекрасен. Мальта – страна крохотная, а Валетта так вообще похожа на микрорайон. Но здесь все очень по-особенному. У каждой детали своя история. Не верите? Смотрите. Валетта – город стен. Куда ни повернись, то ли стена дома, то ли стена крепости. Посмотрите на толщину этих стен. Здесь как минимум 8 метров. Их до сих пор никакая пушка не пробьет. Мальта – очень лакомый островочек. Считалось, если будешь контролировать Мальту, будешь главным на Средиземном море. Вот мальтийцам и пришлось выстроить стены вокруг своей земли. А вот типичные мальтийские дома. И, как мы знаем, на Мальте не было никаких полезных ископаемых, и единственный стройматериал, из которого можно было строить здание, это известняк.
все дома тут золотистого цвета. Они будто напитались солнцем и даже в пасмурную погоду излучают тепло и свет. Необычно, конечно. Непонятно. Такие, знаете, очень смешанные чувства. Даже не понимаю, что мне больше это напоминает. Такое ощущение, что все как песочный город из песка на пляже. Оп-оп, построили, забетонировали. Если бы меня спросили, что мне больше всего запомнилось на Мальте, я бы ответила – балконы. Здесь буквально нет дома без балкона. Они здесь деревянные и кованые, яркие и тусклые, новенькие и разваливающиеся. Тут говорят, чем красивее балкон, тем богаче семья. Еще одна особенность. На Мальте практически нет почвы, только голые скалы. Поэтому в городах очень мало зелени. Деревья и цветы живут только в больших вазонах. В столице Мальты много улиц-лестниц, но ступеньки везде очень низкие и широкие. Это для того, чтобы рыцарям было удобно передвигаться верхом на лошадях. Господи, я думала, они никогда не кончатся. А вы знали, что Мальта считается одним из самых сухих государств на планете? На острове, окруженном водой, нет пресной воды. Ее уже больше 140 лет опресняют на вот таких вот станциях. А питьевую воду привозят аж из Италии. Местные ставят на крышах своих домов емкости, чтобы собирать в них дождевую воду. Ею поливают цветы и моют пол. Каждый мой день расписан поминутно. Но даже несмотря на такой плотный и сумасшедший график, я всегда нахожу время для любимой игры – в покер на покер-матч. И вам советую попробовать. Если вы хотите прочувствовать настоящую мальтийскую атмосферу, забудьте о гостиницах и отелях. Только средневековые особняки. Я решил поселиться в особняке 16 века. Его недавно отреставрировали, но сохранили мальтийский колорит. Ну вот это мне, видимо, за все мучения с розовым лимузином. Ребят, это ж просто замечательно! Идеальный особняк для богачей, которые хотят пожить в средневековье и не лишаться при этом благ цивилизации. Да, это точно моя спальня. Какой потолок. Тут у нас кухня и комплимент от хозяев особняка. Мальтийский брюк. Замечательно. А здесь... Ого-го! Запах моря не заменить ничем. Прекрасное сочетание. Новенький квартал и вид на старый город и замки. Господи, какая ж бомбическая вилла! Только вот, как бы ее сделать подороже? Вот всем интересно, что делать, если во время съемок начинается ливень? А ничего, гулять под дождем. Ничего необычного, просто машина премьер-министра. Боже мой, только обратите, какая туча справа надвигается на нас. С каждой секундой дождь все увеличивается. Я очень надеюсь, что нам все-таки удастся что-то посмотреть. Ой, ну красиво, конечно, здесь. Класс. Такое, знаете, настроение абсолютно воодушевленное, романтичное. Увижу все, весь, так сказать, пейзаж на ладони. Я, наверное, подстаю здесь, пока водичка до колен не дойдет, а то я, знаете, плаваю плохо. Вот, ну и пойду.
Ну, как вы поняли, о городе расскажет Настя. А я расскажу о мальтийских красотах. I keep searching, I keep searching, I keep searching for you. Вот они. Знаменитые утесы Миджра-эль-Ферха. Господи, как в такие моменты хочется уметь летать. Но когда у тебя есть золотая карта, можно и полетать. Тут над пропастью, между скал, натянуты два троса, и можно сделать то, чего боятся все скалолазы. Сорваться в ущелье. Но не бесплатно. В сезон такая развлекуха стоит всего 13 евро с человека, но сейчас это все организовали эксклюзивно для меня за 700 евро. Oh, hello. My name is... Привет, меня зовут Евсей, и я сейчас самый богатый на Мальте. Now. Хорошо, теперь твоя жизнь в моих руках. Начнем. Даже когда у тебя есть золотая карта, твоя жизнь всегда от кого-то зависит. So, А что сейчас будет происходить? yeah. Тебя в страховке пристегнем к тросам. Ты дойдешь до середины, тебя перестегнут к другой штуке, а эту вернут мне. У тебя не останется выбора, кроме как прыгнуть вниз. Без вариантов? So, Готов? Двигайся к моему коллеге. I don't think I... Я не уверен, что к такому можно быть готовым. Тут высота 22 метра. Это где-то 8-й этаж. Что-то слегка не по себе. А знаете, в чем отличие этого от банджи-джампинга? Здесь добраться до места прыжка уже полный экстрим. Идти нужно по тонкому металлическому канату, страшно скользкому от дождя. И страховка как-то не добавляет уверенности. Почему камень так близко? It's okay. Это нормально? Rock is so close. Это чтоб ты понервничал. Экстрим для меня делится на 3 стадии. Первая — это когда ты сюда идешь и такой, скорее бы, круто. Это же свободное падение. Вторая стадия, когда ты стоишь и просто думаешь, какого черта я тут делаю? Зачем я вообще сюда приехал? Не стоило ругаться по поводу лимузина, может быть. И третья стадия — это когда надо это все дело отпустить. Okay, so like this, whenever I want. So I can just hang like this. I like, but oh. Yeah, I think you should. 3, 2, прыгай. Само по себе свободное падение — это не так уж и страшно. Лететь какие-то 6 метров, дальше тебя подхватывает и мягенько опускает на землю. Мягенько. Фу, ноги-то трясутся. Самое страшное — это сделать вот этот шаг. Отпустить. Отпустить свой страх и веревку. Но после приходит самое главное. Ты реально это сделал. Ты идешь по ступенькам вверх, чтобы прыгнуть еще раз. Снаружи на Мальте все дома достаточно одинаковые. Бежевенькие, с башенками. Здесь главное, что находится внутри. Снаружи это обычный храм, которых тут, наверное, десятки. А внутри... прям шкатулка Фаберже.
величественно все, мощно, красиво, исторически наполнено. Собор святого Иоанна построили мальтийские рыцари. Вбухали в него все, что привезли из крестовых походов. А их потомки теперь берут по 10 евро за вход в храм. Слушайте, а здесь правда невероятно красиво. И, кстати, все, что выше 5 метров, это настоящая позолота. Говорят, это для того, чтобы туристы не отковыривали себе кусочки на память. Этой церкви уже 4,5 столетия. И уже тогда художник Матье Претти рисовал изображение в трехмерном измерении. Но вот если присмотреться, видно, что там, где нарисованы люди, которые сидят или стоят, отбрасывают тень. Рисунок будто выходит за рамки картины. Если вам этого мало, гляньте под ноги. Вы только посмотрите на все эти мраморные надгробия. И вообще собор святого Иоанна – это массовое захоронение рыцарей Мальтийского ордена. Надгробие – это целые произведения искусства из мрамора. Только на одном полотне можно насчитать сортов 20 мрамора. Плюс Мальты в том, что она маленькая. За один день можно посмотреть несколько городов. Так что вечер я решила провести в самом тусовочном городе на Мальте – Сент-Джулианс. Там же я и поселюсь. Сейчас эта движуха. Слушайте, друзья, у меня сейчас такое ощущение, что я попала, знаете, не на Мальте в хостел, а где-нибудь на Ибице. Потому что обычно, когда я заселяюсь в хостел, и там, практически никого нет, или кто-нибудь спит, там, знаете, одинокая торчащая нога, а здесь вот девушка танцует танцы, и реально здесь очень много народу и молодежи. My name is Anastasia. My name's Ina. Nice to meet you. You're pretty. Oh, thank you. No. Ой, хороший. Блин, друзья, мне кажется, они могут вести эту передачку про путешествие за меня. Блин, такие все фактурные, реально, я в шоке. Есть кондиционер, холодильник, шкафчики для хранения личных вещей и офигительное хорошее настроение, атмосфера, которая мне определенно нравится. Ну, так как я здесь еще пару часов точно ближайших не усну, я думаю, что это прекрасный повод пойти и немножечко потусить. Ну что, ночная Мальта, встречай гостю! Ребята, это просто уникальное место. По всем отзывам на Мальте нет ресторана интереснее, чем икра и бык. Дело в том, что здесь в лучшие кулинарные традиции добавили изюминку в виде молекулярной кухни. А еще, представьте себе, здесь можно расплачиваться биткоином. Полный фьюжн. Мы вам уже рассказывали, что такое молекулярная кухня. Это кухня, которая меняет не только форму, но и свойства продуктов. Из лосося можно сделать чай, из курицы – пену, а из лобстера – мармелад. Глаза разбегаются. Вот только почитайте молекулярное меню. Лосось, копченый в яблочном дыму, с эмульсией из черного трюфеля. Моцарелла с желе из поддельного зеленого помидора, с жемчужинами из выдержанного соуса бальзамик. Такос из вагю. Название блюд шокирует. Официант порекомендовал начать с карпаччо. Вот ваша карпаччо из томленной говядины вагю с манговым чатни с икрой из ликера амаретто и дубовым дымом. Вот это было неожиданно. Я как будто костром подышал. Пахнет шашлыками. Давайте я познакомлю вас с каждым ингредиентом. Основа – это говядина вагю.
Вагю – это японская порода коров, у которой мясо особой мраморности. Чатни – это индийский соус. Здесь он сделан из отварного манго. А вот и икра из амаретто. Представляете, миндальный ликер превращают в прозрачные алкогольные икринки. Говядина, несмотря на то, что ее не жарили и не варили, просто растворяется на языке. Тут и сладкое, и соленое, и салат. Ощущение, что во рту смешалось 3 разных блюда. Кстати, вот по поводу дымка. Очень эффектно появилось блюдо. Очень эффектно мне ударило в ноздри. Но вот этого привкуса дымка не чувствуется вообще. Даже запаха не осталось. На второе у меня морской окунь в горящем айсберге. Рыба, приготовленная при 200 градусах в панцире из морской соли. На самом деле это очень древний рецепт. Еще 1000 лет назад люди готовили так рыбу и не догадывались, что это молекулярная кухня. Девушка тут же, как хирург, разделывает окуня и подает богачу нежнейшее филе. Thank you. Thank you. Вот что странно. Вроде запекали в соли, потом ее поджигали, а соли-то вообще не чувствуется. Прям досолил бы. Ну а запить я решил молекулярными сферами. Посмотрим, что это такое. С виду как кусок желе на лайме. Что это было? Я только что... Как это вообще возможно? Я только что выпил вина из какой-то пленки. Это выглядело как обычное желе, но когда я поднес его к рту, оно лопнуло, и мне реально залилось в рот вино. Это классика молекулярной кухни. Коктейль смешивают с ксантановой камедью и хлоридом кальция. Затем выливают в водный раствор альгината натрия, и получается вот такой шарик в желейной оболочке. Ну, теперь вы можете приготовить такое и дома. В общем, что я вам скажу? Молекулярная кухня — это безумно интересно, инновационно и круто, но это, конечно, не еда на каждый день. А вот так выбраться на вечерок в хороший ресторан и попробовать сангрию из мыльного пузыря в самый раз. Недалеко от моего хостела есть самый тусовочный на Мальте район – Патчевиль. Тут тусуются студенты. Днем они изучают английский язык, а вечером практикуют его в барах. Походу, нормальная такая тут движуха. Привет, красавчик. Мы приехали на Мальту во время празднования Хэллоуина. Это, конечно, не национальный праздник, но местные студенты с удовольствием вышли на рандеву в прикольных костюмах. А официанты заманивают туристов лотереями на бесплатные коктейли. Блин. А, я думала, там меня кто-то укусит. No. What a shame! Окей. Спасибо. Thank you. Ох уж этот маркетинговый ход. Чудная девушка сказала, что если я вытащу бумажку с надписью «Да», я смогу попробовать коктейльчик бесплатно и пойти дальше по своим делам, не заходя в бар. Но, конечно же, я же бюджетный турист, и жизнь распределилась слишком справедливо. Поэтому ухожу без бесплатного коктейльчика и без денег. Надеюсь, завтрашний день будет веселее.
Доброе мальтийское утро. Саш, я не хочу. Ну, вот опять на этой гламурной такси ездить. Это ж не лимузин, это какая-то жвачка. Нет, я не пойду. Слушай, идея. Мы все-таки на острове. У меня, море под окном начинается. Давай в какой-то веке воспользуемся водным транспортом. Ну вот. Хоть эту. Вроде небольшая, но симпатичная. Я думаю, мы с ним договоримся. Hello, sir. Доброе утро, мистер Морской Волк. Wolf. Мне нужно добраться вон на ту белую яхту. I need to go to this boat, this big one. Подвезете? Yeah. Oh, thank you. Hello. Здравствуйте. Hello. Excuse me for the interruption. Are you А вы свободны? Я свободен. Actually, I have a golden card. У меня вот есть золотая карта. Really need it. Она, кстати, безлимитная. Я могу вас нанять? Rent it maybe for. Yeah, really? Хорошо. Yeah. Я капитан Евсей. Okay. Что же есть на моей яхте за 800 евро в день? Да, двигатель тут, конечно, небольшой, всего 28 лошадиных сил. Кстати, интересно, это сухопутных или морских? Зато есть парус. Экипаж. Шкипер Лоуренс и капитан Евсей Безлимит. Извините. Внутри у нас 3 каюты, всякие важные кнопочки и венец технологии – гироскопическая плита. Моя новая яхта – это 10-метровый Женью Сан Одиссей. Кажется, Настя накаркала. Называла меня Одиссеем, теперь я хожу на яхте, а она по тротуарам. Евсей, да на Мальте даже бедный турист может позволить себе покататься на водном транспорте. Не на яхте, конечно, но паром тоже отличный вариант. Что еще делать в Валетте? Не задумываясь, садиться на паром и отправляться в открытое море. Потому что с воды можно насладиться прекрасными видами города, а также посетить уникальнейшее и красивейшее место – Тригородие. Тригородие – это 3 небольших городка через пролив от Валетты. На Мальте вообще нет четкого разделения на города. Они будто срослись друг с другом и больше похожи на районы. Так что и сегодня за один день я смогу побывать сразу в 3 городах. Билет туда стоит каких-то 1,5 евро. Но ловите лайфхак. Если сразу брать и обратный билет, можно сэкономить 20 центов, заплатив 2,80. Я чувствую себя, знаете, в таких легких лакшери условиях, когда ты абсолютно один и наслаждаешься красотой. Интересный факт вам, ребята. Мальта – это на самом деле не остров, а целых 3 острова. И я сейчас отправляюсь на 2-й из них по величине. На Гоза. Гоза – это крохотный остров, на котором одни чудеса. Древние города, крепости, собственное внутреннее море и знаменитая на весь мир природная арка – Лазурное окно. Ну вот мы и прибыли. Тригородие – это города-тройняшки. Вот Витериоза, вот Синглея, а вот Бормла. Сюда редко приезжают туристы, хотя и здесь есть на что посмотреть. Сейчас я все покажу.
Итак, моя экскурсия по Тригородию начинается с города Витариоза. С итальянского переводится как «победоносный». И главная его жемчужина – форт Сент-Анджело. Второй город – Бормла. Здесь нужно обязательно купить хлеба там, где его берут местные. В общем, несмотря на то, что здесь, безусловно, есть магазины и супермаркеты, все-таки местные предпочитают покупать овощи и свежий хлеб вот в таком вот варианте, когда привозят горяченькое, все раскупается, и они потом довольно идут и обедают. How much this? Можно тоже? Одну ван. Ну, классно же. Вот так вот начинать свой день. Во-первых, уехать, где нет туристов, даже местных практически нет на улицах. Купить свежих пирожных, свежего хлеба, идти. И вот знаете, как в детстве купил и сразу пол-буханки съел. Вот сейчас абсолютно такая же ситуация. Даже говорю с набитым ртом. Ну и третий город – Синглея. Одна из главных достопримечательностей этого города – сады Гарджола. Вот их начало. А вот их конец. Помимо внушающих размеров, тут есть еще одна жемчужина. Это башня, у которой есть ухо, глаз и птица. Отсюда стражники смотрели, нет ли каких-то новых завоевателей. И самое главное – вид. Вот вам совет. Если вы хотите увидеть, чем живет Мальта, можете не ехать в Валетту. Отправляйтесь сразу в Тригородие. Но по сути, друзья, это та же самая Валетта, только без туристов. Ну вот посмотрите, улицы как будто строили по одному шаблону. И вроде дома те же самые, двери старинные, но этот город как-то чувствуешь по-особенному, потому что ты практически один на этих улицах и можешь в полной мере насладиться всем этим великолепием. Смотришь на Гоза, и кажется, что на Мальте не только города, но и сами острова окружены крепостными стенами. И вот что за ними скрывается. Природа решила, что мальтийцам мало моря вокруг, и решила подшутить, сделав вот такое вот внутреннее море. Ученые считают, что на самом деле здесь была пещера, которая обвалилась после землетрясения. Но мальтийцы нашли, как заработать и на внутреннем море. Здесь катают людей по 4 евро с человека. Я ж целую лодку могу купить. Из внутреннего моря в Средиземное ведет узенький коридорчик в скале. Выглядит это все так, как будто вот прямо сейчас обвалится. Наверное, не стоит это говорить, когда мы плывем прямо под ней. Проход настолько узкий, что лодка едва протискивается. Пять лет назад ровно в этом же месте плыл Андрей Бедняков. Класс! Это крутяк! Но тогда над ним нависала огромная арка, лазурное окно. Но 8 марта 2017 года в 9:40 утра арка не выдержала шквального ветра и сильного шторма. И рухнула на дно моря.
У мальтийцев был траур. Это как если бы Франция осталась без Эйфелевой башни или Египет без пирамид. Но мальтийцы все равно не хотят расставаться с лазурным окном. За 80 евро они устраивают погружение к его обломкам, пока они не заросли водорослями. Но у меня сегодня облом по всем фронтам. Ребят, вот кажется, я какой-то неудачник. Беднякову повезло и с погодой, и с аркой. А к моему приезду мало того, что арка развалилась, так еще и шторм начался, и к ней теперь не нырнуть. А я уже был готов. Вот точно был. Чего это они все такие счастливые? Такое ощущение, что в покер на покер-матч выиграли. А вот я это чувство точно знаю, потому что победитель получает все. И газировочку. Пока нас не было, на Мальте открылся интерактивный научный центр «Эсплора». Стойте, стойте, не спешите переключаться. Это такой формат научного центра, как мы очень любим в Решке. Вы в порядке? Здесь можно все трогать, дергать, крутить и вертеть. Тут можно запросто разобраться в законах физики. Олежа, ты видал? О, в кольцо надо забросить, да? Потрогать электричество руками и не попасть после этого в ожоговое отделение. Круто. Залипательная штуковина. Блин, я хочу такую домой. Я не знаю, что это за научный такой шарик, но я бы его использовала как какой-нибудь шар заклинаний. В центре «Эксплора» можно поуправлять воздушным шаром и стать капитаном подводной лодки. Однажды Евсей угостил меня пирожками, которые он сам приготовил. Сейчас я наглядно покажу, что происходило в моем желудке после этого. Вывод таков. Не ешьте Евсеевы пирожки. Тут можно застрять на целый день. Ну, наконец-то что-то интересное. Господа, это же просто уникальная вещь. Бросаете шарик, и потом он по всем этим трубам перекатывается и падает вниз. Очень все наглядно и просто. Класс! Боулинг-бол Канал. О, вот это вообще моя самая любимая. Так, это обычная. Хотя нет, она меня странит на килограмм 10. Ну, а здесь я выгляжу, в принципе, после каждого Нового года. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что здесь происходит. Какие-то законы, правила и теории. Но это вполне себе занимательно. Ну и вообще, знаете ли, если бы мы в детстве тоже на таких штуках обучались, я думаю, что действительно многие науки нам были бы гораздо интереснее. И гораздо больше было бы ученых, философов, литературологов, а не блогеров каких-то там. В общем, на Мальте можно размять не только ноги, нахаживая километры по городам, но и напрячь извилины. Тяжело. Если ты на Мальте, нельзя не зайти в храм Святой Марии в городе Моста. Здесь случилось настоящее чудо. Только представьте, Вторая мировая война, 42-й год. В этой церкви молится 250 человек. Вдруг сирена, крики, паника. Половина людей убегает в бомбоубежище, а половина остается молиться. Начинается авиабомбежка. Одна из бомб пробивает купол,
и ударяется о стену с изображением Иисуса. Потом рикошетит и падает ровно в центр. И не разрывается. Не разрывается. Как после этого не верить в существование чего-то высшего? А вот, кстати, и макет той самой бомбы, которая попала в купол церкви и не взорвалась. Пипец, она просто, конечно, огроменных размеров. Мне кажется, там бы вообще ни грамма живого не осталось, если бы она все-таки пришла в действие. Вообще, во время войны под этим храмом было огромное бомбоубежище. И тут люди жили, спали и молились. Пока туристам показывают только кусочек катакомб. Но скоро обещают открыть их целиком. А мальтийский клад я оставляю для вас недалеко от разрушенного лазурного окна. Может быть, они помогут вам на него взглянуть? Заветный клад от Орла и Решки ищите на острове Гоза. Ориентир – автобусная остановка Двейра. Станьте спиной к дороге и идите прямо 84 метра. Там, в скалах, уже ждет бутылка от перезагрузки. Вот за кустиком. На Мальте все не так, как в других странах. Но этот город как-то чувствуешь по-особенному. Тут непонятно, где заканчивается один город и начинается другой. Вот их начало. А вот их конец. И хочется стоптать подошвы, чтобы обойти их все. Господи, я думала, они никогда не кончатся. А если в городах тесно, всегда можно махнуть на край земли. Как в такие моменты хочется уметь летать? Или на соседний остров, чтобы сойти с ума от чудес, которые тут натворила природа. Природа решила, что мальтийцам мало моря вокруг. Но поспешите, будет обидно, если вы опять не успеете. Вы в порядке? Принцесса мальтийская. Постою здесь, пока водичка до колен не дойдет. Я какой-то неудачник. Чувствую себя, знаете, в таких легких лакшери условиях. Что это было? Тяжело. Это прям так величественно все, мощно. Приветики. Боже. Привет, Евсеюшка. Ну, рада тебя видеть, честно говоря. Взаимно. Да. Расскажи, как тебе Мальта? Я в восторге. И на самом деле у меня такое потрясающее настроение, потому что мой уикенд прошел максимально красиво. Да, ты, наверное, не ожидал. Но я тебе скажу, Евсей, что без наличия золотой карты тут можно вдохновляться, вкусно питаться, с комфортом жить и с комфортом передвигаться, потому что здесь все очень дешево и потрясающе великолепно. Вот так. А с наличием золотой карты куча экстрима, который всегда идет не по плану, и природа, которую надо успеть увидеть, чего я вам и советую. А мы увидимся с вами в следующем городе. Вот даже, знаешь, не с чем поспорить. Первый раз, Евсей. Пока-пока. Не с чем поспорить. Хотя хотелось, искала причины, не нашла.